Все началось с этих треклятых барабашек. Во время сна кто-то постоянно подползал к нашим предкам и кусал их за пятки. Поэтому во многих культурах люди придумали конструкции, поднимающие спящего над землей, чтобы ползающие по полу жучки, паучки и барабашки не могли дотянуться до пяток. А потом заметили, что спать на кровати, возвышающейся над полом, гораздо приятнее, чем на холодном полу. Теплее, нет сквозняков и пыли, а вставать с высоких кроватей удобнее. Поэтому во многих человеческих культурах спальное место на некотором возвышении от пола очень даже прижилось. Появились высокие спальные места. И начну я с самых высоких матрасов, которые лично я очень люблю за то чувство защищенности, которое они дарят. Чем матрас выше, тем больше вероятность, что он односторонний. Поэтому практически все высокие матрасы односторонние. Высокие матрасы начинаются от 35 см и выше. Могут быть и 60 см. И это не просто так. Высокие они как раз потому, что многослойные и нижняя часть у них состоит из нескольких слоев пружин, а чем ближе к телу, тем мягче и уютнее. Там слои уже почти как облака. Высокие матрасы не переворачиваются, потому что за счет своей многослойной конструкции практически не проминаются. Но если между спящими на одном матрасе будет значительная разница в весе, а некоторые производители матрасов значительные разницы в весе называют 80 кг, то может быть деформация. Поэтому матрас лучше периодически переворачивать относительно горизонтальной плоскости пола, меняя местами спальное место или просто спящим на этом матрасе меняться местами. Высокие матрасы тяжелые, поэтому их кладут на специальные подиумы или прямо на пол. Не всегда их можно поставить на обычный каркас кровати, а уж про кровать с подъемным механизмом точно можно забыть. Максимум это жесткое основание с выдвижными ящиками. Я думаю, что практично выбирать каркас кровати, либо под которую сможет заехать робот-пылесос и сам там все убрать и заодно распугать всех барабашек, то есть это от 12 сантиметров, либо брать такую кровать, под которую будет попадать минимум пыли и грязи, как в случае с подиумом. Варианты посередине, которые и не доходят до пола, и под которые сложно подлезть, непрактичны. Барабашки и пыль там все равно заведутся, а убирать под такой кроватью сложно. Еще мне нравится, что высокий матрас на подиуме можно поставить к мягким настенным панелям, заменив ими изголовье. Вообще настенные панели это очень классная штука для спален, для детских, для общего ощущения уюта. Очень их люблю. У нас как-то так заведено покупать две позиции: матрас плюс кровать с изголовьем. В Америке, например, наоборот, покупают 3 позиции: матрас плюс подиум плюс изголовье. А я бы еще предложила к рассмотрению комплект матрас плюс подиум плюс текстильные панели. Высокие матрасы в рулоны не скручивают. Их транспортируют и заносят в дом в готовом виде, а это высота вплоть до 60 см и длина до 2 метров 20 сантиметров. Поэтому очень важно заранее просчитать проемы, лифты, проходы и продумать, как и на каком этапе заносить такой огромный матрас, чтобы все пролезло. К высоким матрасам лучше покупать специальные высокие простыни, закрывающие весь матрас. Так красивее. На фото вы видите именно этот вариант. Но стандартные тоже могут подойти. Они надеваются на верхнюю часть и заталкиваются в специальную складку, которая есть у всех высоких матрасов. Но тогда нижняя половина матраса всегда будет стыдливо обнажена и не прикрыта. А за счет высоты этих матрасов можно подобрать такой пирог наполнителей, который подойдет даже самой привередливой спине. Высокие матрасы полезнее для коленей, потому что колени меньше напрягаются. Ведь для того, чтобы встать или сесть на такой матрас, копчику не нужно опускаться ниже уровня коленей. Еще взаимодействие с таким матрасом напоминает о детстве и поднимает настроение. Я знаю, что некоторые делают себе высокий матрас, размещая на твердом матрасе мягкий матрас. Такой бутерброд из матрасов гипотетически может выйти дешевле одного высокого качественного матраса, но желательно эти матрасы хотя бы как-то скреплять друг с другом, чтобы они не елозили туда-сюда. Можно даже каркас кровати такой сделать. В общем, это вам маленький лайфхак, как люди делают себе высокий матрас и экономят.
Хотя можно еще посчитать экономию во времени, ведь на высокие матрасы производители дают больший гарантийный срок и больший срок службы. На фоне вот этих всех высоких спальных мест очень сильно выделяются японцы. Многие из них относятся к угрозе барабашек несерьезно и считают, что эта проблема надумана, поэтому до сих пор бесстрашно спят на полу. Полы у них устланы специальными матами, которые называются татами. Вместо чистового пола многие до сих пор укладывают такие очень упругие маты. По этим матам они ходят босиком, а кровать у них представляет собой специальный матрас – футон. Это такой матрас, который они каждый вечер достают перед сном из шкафа и раскручивают, а утром скручивают и убирают в шкаф. К слову, у нас в России легко можно заказать себе такой завертыш, а то сейчас подумайте, что я про какую-то недоступную экзотику рассказываю. Многие, кстати, называют японский матрас татами, но татами – это именно напольные маты, а футон – это как раз такой матрас. Футон укладывают не только на татами, но и такие деревянные основания из досок, но тоже располагает их очень близко к уровню пола. Японцы верят, что лежать на жестком чрезвычайно полезно. У них на эту тему есть даже какие-то свои исследования, свои доказательства и философские воззрения. Позволю себе их сократить. Звучат они примерно так. Если ты спишь на мягком, то тело становится рыхлым, ленным, ты принимаешь вредную для здоровья позу, потому что на мягком везде удобно, а на жестком матрасе тебе удобно принять только полезные для здоровья позы, которые обеспечивают долголетие. И еще всякие дополнительные измышления о дисциплине ума, противоборстве расхлябанности и об аскетизме, которые я очень люблю исследовать, но тем не менее изучите все это сами, если вам кажется, что вам это может подойти, и посоветуйтесь с врачом, потому что есть и обратные исследования с не менее убедительными доказательствами. Мне кажется, что если японский подход ко сну вам удобен и подойдет под образ жизни, если вы исключили фактор сквозняков и холодного пола, а робот-пылесос будет каждый день убирать полы, то это очень раскрепощающий вариант. Кстати, если робот-пылесос убирается каждый день, то у вас в принципе будет в квартире меньше пыли, даже на полках и на столах. Когда я в Инстаграме поднимала обсуждение на тему матрасов, ко мне в комментарии сбежались люди, которые рассказали, что они уже долгое время живут с такими японскими матрасами, и им такая жизнь очень нравится. Я сразу задумалась, что если это удобно, то это отличная идея для небольших квартир и студий, для временного варианта или просто для того, чтобы попробовать в жизни какой-то новый формат. Это же первородный минимализм и аскетизм, очищающий ум от суеты и тревог. Да и подумайте, с таким подходом вам в принципе не нужна больше в квартире спальня, освобождается целая комната. Вы матрас скрутили, в шкаф положили и все, используйте полноценную комнату как офис или как игровую для детей. Делитесь этим видео с тем, кто выбирает сейчас себе матрас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!